Всем здравствуйте! Спасибо, что вы зашли на мой канал. Сегодня я хотел бы поделиться с вами одним очень легким рецептом одного из моих любимых салатов. Этих салатов, разновидностей салата много. Но я решил сегодня взять один легкий картофельный салат со свеклой. Я иногда добавляю туда и копченый салмон, и рыбу, или яйца. Но сегодня я решил сделать очень простой салат. И какой процесс я все вам покажу сейчас. В первую очередь я прокрышу всю картошку, что у меня здесь есть. В нашей семье мы любим салаты, и я делаю салаты очень часто. Здесь в Англии много разновидностей салатов, и иногда просто как картофельный салат они называют. Они крышат картошку, добавляют немножко лука, перца, майонез, и это у них считается картофельный салат. Так что разновидностей салатов много здесь. Главное, что есть идея, что делать и как делать. Я помню, когда мои пацаны, мальчишки были намного меньше, то им нравилось мне помогать и крышить салаты и все такое. А теперь мои пацаны взрослеют, у них другие интересы, им бы только покушать, но не хотят помогать на кухне. Помогают, если что-то на них найдет. Но это как все дети так делают. Как один день я тут пек, моему младшему сыну надо было взять выпечку в школу. И, в общем, мы договорились, что хорошо, я буду выпекать, но он должен мне помочь. И когда он может взять в школу. Но не так-то было. Всю выпечку я сделал сам. Когда я сказал моему сыну, я говорю, слушай, ты же мне обещал помочь. Что он мне сказал, самое главное, я тебе дал идею и вдохновение, но ты испек все это сам. Вот такие иногда очень интересные у них excuses, извинения. Так, теперь я накрышу сюда свеклу. Мы любим свеклу, и разновидностей свекольных салатов тоже очень много. Но это будет одна из разновидностей, что я вам сейчас покажу, или я гибу какую-либо идею. Так. Как вы видите, этот салат легко делается, и только возьмет где-то в 10-15 минут, и салат готовый. Когда все это вы покрышите, перемешаете, было бы тогда хорошо, если вы оставите на хороших пару часов в холодильнике, и тогда все продукты, они, как кто-то я слышал на интернете, один парень из Украины говорит, что когда все подружится. Мне так это выражение нравится, так я тоже теперь говорю, как все подружится, и тогда все будет хорошо. Так, теперь я добавлю сюда бочковых соленых огурчиков. Я знаю, когда у нас тут большие торжества или праздники, когда вся семья собирается, тогда иногда делаю это 4 разновидности салата, все разные салаты. Я не против всем. Я даже рад, что мои салаты здесь нравятся другим. Потому что я делаю немножко по-другому, чем здесь местные делают. Так что мои пацаны все не англичане, но я все равно их младшего я приучил хорошо к восточноевропейской еде. Он любит пельмени, то, что многие здесь не знают, что такое пельмени. А я
как-то ездил в международный магазин, здесь турецкий, там были пельмени, покупал. Тоже любит пельмени, любит варенье. Я как-то недавно домашние вареники сам сделал первый раз в жизни. Так что главное, что у меня, я знаю, как их делать, и будем делать. Так, теперь я добавляю зеленый лучок туда. В начале августа у меня здесь не будет, потому что я посмотрю, если я успею сделать некоторые видео и там поставить на время, потому что я уезжаю отдыхать с своей семьей на неделю. Но если будет там возможность сделать какие-то видео, то я сделаю, потому что мои пацаны поедут навестить бабушку, то есть мою маму, которой 87 лет, женщине. И посмотрим, если как у нас там будет время, и если будет время и возможность, может быть, я посмотрю, тогда я, может быть, сделаю пару видео тоже там. Так, теперь я сюда добавлю немножко петрушки и немножко укропа. Я уже говорил много раз, здесь в Англии они укроп только пользуются рыбным блюдом, а так укроп не добавляют, как я добавляю. Из-за этого у меня иногда в моей семье они воротят нос, что «О, ты положил опять укроп». Я говорю, да, я положу укроп, я люблю укроп. Вот один день я сделал суп, так я решил укроп и всю зелень я решил, я оставил на тарелочку, каждый сам себе ложил, сколько им надо. Все, мы покрышили. Теперь я добавлю 1 ложку горчицы зеленой. Теперь я все поперчу немножечко. Так, и добавлю майонез. У меня в доме майонеза идет очень-очень много. Я добавляю салаты, а у меня старший сын с едой. Вот, что мы делаем, везде он добавляет майонез и кетчуп. Иногда надо покупать во все ведра. Итак, теперь начнем все аккуратненько перемешивать. Так, я, наверное, переложу чашку. Так, чашку поменялся, совсем другое дело. Люблю мешать, когда есть мне достаточно места на перемешку. Все. Вот таким образом. Как вы видите, этот салат делать очень легко, очень быстро, но он также получается очень вкусным. Разновидности этого салата разные. Можно и яйцо добавлять, и копченый сальмон, красную рыбу. Разные разновидности. Но я сегодня решил сделать таким образом, и может быть я вам дал какую-то идею. Еще майонеза. И когда все это вы перемешаете, всегда оставьте, перед тем, как подавать салаты, всегда было бы хорошо, если вы держите их пару часов в холодильнике. Теперь все переложу в красивую салатницу. Салатницу накрою и в холодильник. Такой у меня сегодня салат картошка со свеклой получился. Может, вам дал какую-то идею хорошую? Попробуйте. Может быть, вам тоже понравится. Делается очень легко, просто. И самое главное, это очень вкусно. Теперь я немножко себе тоже положил, немножко попробуйте, что же я сделал. Сегодня я с вами поделился рецептом одних из самых простых и вкусных салатов. И делается очень быстро. Картошка, свекла,
зелень, майонез, огурец бочковый и немножко зерновой горчицы. Я, может быть, вам дал идею сегодня. Попробуйте, сделайте, может быть, вам тоже понравится. Если вам понравилось это видео сегодня, не забудьте поставить лайк. Я бы очень признателен, если вы подпишетесь на мой канал тоже. И тем образом вы поддержите меня. На этой ноте я хотел бы с вами попрощаться. Берегите себя, своих близких, знакомых, друзей, своих родственников. И самое главное, мирное небо всем нам. Пока-пока, приятного аппетита и до новых встреч.